Друзья, всем привет! Спасибо, что заглянули в очередной раз на мой канал. А сегодня я хочу ответить на такой интересный вопрос. Как грамотно выбрать принтер для дома или для офиса? На первый взгляд этот вопрос кажется достаточно простым. Можно просто открыть любой каталог с оргтехникой, любой компании, либо открыть Яндекс.Маркет, отсортировать принтеры по цене, либо по каким-то параметрам, ткнуть в первый более-менее понравившийся и его приобрести. Но такой подход, конечно же, нельзя назвать грамотным. Каков будет, на мой взгляд, грамотный подход к приобретению принтера? Принтер всегда приобретается под определенные задачи, под определенные объемы печати и способы. Самыми дешевыми принтерами, конечно же, являются принтера струйные. Но сразу же хочется остудить горячие головы, которые опираются на параметр цены и покупают первый попавшийся струйный принтер. Очень важно перед покупкой струйного принтера очень хорошо подумать, потому что струйная печать обладает целым рядом недостатков. Нужно понимать, что напечатанный на струйном принтере документ, если его немного намочить, напечатанный на нем текст или изображение, оно растекается. Кроме того, себестоимость одного отпечатка, сделанного на струйном принтере, существенно выше отпечатков, сделанных на лазерных принтерах. Соответственно, мой универсальный совет: не поддаваться на провокации и практически никогда не соглашаться на струйный принтер, даже если вам его дарят за бесплатно. Потому что в конечном счете эксплуатация струйного принтера обойдется вам настолько дорого, что нужно быть очень состоятельным человеком, чтобы эксплуатировать струйный принтер. Исключением можно считать только профессионалов или людей, печатающих очень большие объемы и использующих так называемую систему непрерывной подачи чернил, то есть не покупающих стандартные картриджи, а покупающие краски большими объемами. Но я очень сомневаюсь, что вы профессионал, если вы смотрите это видео. Поэтому в 99% случаев ваш выбор – это именно лазерная печать. Когда мы определились с тем, что мы будем использовать все-таки лазерную печать, следующим шагом нам необходимо подумать о том, какой картридж мы с вами будем использовать. Видов картриджей достаточно много. Если говорить о лазерной печати, то ее лидерами являются такие компании, как HP и Canon. Соответственно, мы и будем рассматривать принтеры и картриджи от компаний HP и Canon. Кстати, у картриджей HP и Canon есть взаимная совместимость друг с другом, что нам очень на руку. А когда выбор больше, соответственно, можно и выбрать более дешевую цену. Покупая принтер, естественно, в составе этого принтера уже будет идти совместимый с этим принтером картридж. В зависимости от того, для домашнего использования или для офиса вы приобретаете принтер, соответственно, нужно и планировать объемы печати, которые будут либо у вас дома, либо в офисе. Для домашнего использования, соответственно, подойдут самые дешевые картриджи с небольшим объемом. Ну, вот в частности, у меня здесь представлен картридж очень распространенный марочки 12А, полное название Q2612A, с ресурсом на 2000 страниц. Что такое ресурс картриджа в 2000 страниц? 2000 страниц данный картридж напечатает в случае 5% заполнения страницы. То есть стандартная страница, на которой напечатан обычный текст. В то же время для офиса, конечно, уже неплохо бы взять картридж с большим ресурсом. Вот, например, здесь представлен картридж 05X, полное название CE505X. Ресурс такого картриджа 6500 страниц. У картриджа 05 есть два варианта поставки: 05A и 05X. Буква в конце А или X обозначает либо стандартный вариант картриджа, либо расширенный. То есть X это Extended, А это стандартный объем картриджа. В частности, вот можно сравнить, например, емкость картриджа 0.5A и 0.5X. Она будет отличаться примерно в 2 раза.
То есть ресурс картриджа 0.5А будет 2300 страниц, а ресурс картриджа 0.5X, как я уже сказал, 6500 страниц. То есть емкость бункера у картриджа с модификацией X почти в 2 раза больше, и картридж может напечатать в 2 раза больше страниц. Естественно, так как это разные типы картриджей, они будут подходить и к разного типа принтерам. Ну, допустим, картридж 12А подойдет к принтеру HP 1020 и всей этой серии, и к некоторым МФУ HP. Почему при покупке принтера важно сразу же думать о картридже? Потому что рано или поздно, при любых объемах, ну если, конечно, мы не говорим про домашнее использование, когда вы печатаете в год 10 страниц, картридж, конечно же, будет рано или поздно заканчиваться. И когда у вас закончится картридж, вам предстоит приобретать новый картридж, либо думать о заправке старого картриджа. И вот здесь очень интересный момент. Давайте сравним вот эти 3 картриджа по стоимости. Конечно же, нужно понимать, что картриджи бывают оригинальные, то есть производство самого HP, либо совместимые. Вот как, например, вот этот картридж произведен Sakura Printing. Это совместимый картридж, и он существенно дешевле. Здесь в коробочке тоже оригинальный картридж. Я его, к сожалению, не могу вскрыть, показать, потому что он у меня выставлен на продажу, а при вскрытии его стоимость существенно упадет. Так вот, стоимость совместимого картриджа 12А будет ориентировочно начинаться от 600 рублей. Стоимость картриджа 0.5А совместимого будет начинаться от 850 рублей. И стоимость совместимого картриджа 0.5X будет начинаться от 900 рублей. То есть по совместимым картриджам 0.5А и 0.5X разницы практически нет. Ну, она составляет всего 50 рублей. Поэтому однозначно в случае, если вы используете совместимые картриджи, конечно же, лучше использовать картридж 0.5X, а не 0.5А. Потому что при одинаковой стоимости размер бункера у них отличается в 2 раза. Если же мы начинаем говорить про оригинальные картриджи, то картинка немножко другая. Значит, оригинальный картридж 12А вам обойдется в 2800 рублей и выше. А оригинальный картридж 0.5А будет стоить от 4000 рублей и выше. Оригинальный же картридж 0.5X вам обойдется, внимание, от 8500 рублей и выше. То есть совершенно не было разницы между ценой 0.5А и 0.5X при сравнении совместимых картриджей, но при сравнении оригинальных картриджей 0.5А и 0.5X в цене отличаются более чем в 2 раза. Соответственно, если вы выбираете использование оригинальных картриджей, то вариант использования картриджа 0.5X будет для вас самым дорогостоящим. Естественно, никто не предлагает, если вы используете оригинальные картриджи, каждый раз приобретать новый картридж. Естественно, картриджи подлежат заправке, и заправка картриджа 0.5X обойдется от 1000 до 1500 рублей ориентировочно, в зависимости от той компании, где вы будете заправляться. Кстати, более подробно о вариантах заправок я уже на своем канале снимал видео. Если вам любопытно, посмотрите вот по этой ссылочке вверху. Давайте сравним конструктивные отличия двух типов картриджей, которые у нас здесь представлены, между собой, чтобы увидеть одно важное отличие между ними. У картриджа 12А мы не увидим вообще никакого чипа, установленного на корпусе. Вот, в отличие от картриджа, например, 0.5А или 0.5X. Для чего производитель ставит на корпус картриджа чипы? Таким образом, производители борются с перезаправками картриджей. Естественно, производителю выгодно, чтобы каждый раз вы приобретали все новый и новый, по возможности, оригинальный картридж производства самой компании, например, HP, Canon и так далее. Естественно, они хотят зарабатывать больше, но мы не хотим тратить больше, и поэтому самый простой и универсальный способ, который является очень подходящим для домашнего использования, это вот как раз таки использование картриджей без чипов. Вот этот самый картридж 12А
это просто картридж-легенда в этом смысле. Вот именно благодаря в том числе вот этому картриджу компания HP и сделала себе имя в сфере лазерной печати. Лично я для дома использую принтер, в котором установлен именно картридж 12А. И вам, если вы хотите обеспечить надежную, качественную и недорогую печать у себя дома, я бы рекомендовал также приобрести принтер, в котором будет установлен картридж 12А. Единственная проблема в том, что это несколько проблематично, потому что современных принтеров, в которых установлен картридж 12А, наверное, сейчас уже не найти. Но ничто не мешает приобрести бывшее употребление принтер. Например, через такой сайт, как Авито. Большим плюсом такого приобретения будет очень большой дисконт. То есть вы сможете приобрести такой принтер, я думаю, по цене от 1000 до 2000 рублей. Это очень недорого. В то же время, если вы выбираете принтер для работы или для домашнего использования, но для достаточно больших объемов печати, конечно же, нужно выбирать принтер с более серьезным картриджем. Например, им может быть картридж 05X, ну или, допустим, картридж 53X, которые конструктивно выполнены с расчетом на существенно большие объемы печати. Конечно же, для домашнего использования я бы вам рекомендовал использовать совместимые картриджи, так как это позволит существенно сократить затраты на печать. Кстати, давайте чуть-чуть поговорим о тех самых затратах на печать. Большинство людей, используя лазерные принтера, не думают о том, во сколько им обходится один отпечатанный лист на лазерном принтере. В то же время понять это очень и очень просто. Для этого достаточно знать ресурс вашего картриджа. В данном случае, как я уже говорил, у нас представлены картриджи с ресурсами 2000 страниц, 2300 страниц и 6500 страниц. Так вот, зная ресурс картриджа и стоимость этого картриджа, очень просто рассчитать себе стоимость одного отпечатка, просто разделив стоимость картриджа на его ресурс. И вот здесь уже можно сделать совершенно несложные расчеты и экономически обосновать необходимость использования того или другого картриджа в зависимости от какой-то поставленной задачи. Например, вам нужно напечатать 10 тысяч страниц с определенным содержанием. Например, с текстом или наоборот с фотографией. В случае с текстом мы имеем стандартный лист, то есть примерно 5% заполнение. В случае с фотографией мы имеем существенно больший процент заполнения, 25, 45, 65, 85%, в зависимости от того, что именно изображено на том листе, который нужно напечатать. Далее, учитывая вот этот самый процент заполнения, мы можем приблизительно рассчитать, какое количество картриджей нам предстоит израсходовать на печать нашего большого задания. Очень легко, например, рассчитать это с текстом. То есть, если мы печатаем 10 тысяч страниц с текстом, то картриджа 12А с ресурсом в 2000 страниц нам потребуется ровно 5 штук таких картриджей. В то же время, если вы возьмете картридж, например, 05X, то вы потратите чуть меньше, чем 2 картриджа на выполнение всего вашего задания. Вот здесь вы уже чувствуете, что вы уже контролируете процесс, если вы просчитали предстоящую печать. В то же время, если вы бездумно взяли и начали печатать это на первом попавшемся принтере, процесс получается неконтролируемый. То есть в начале этой печати вы даже не будете знать, что вам потребуется целых 5 картриджей. Вот такие дела. Кстати, о вариантах сокращения стоимости на один отпечаток документа я также снимал видео и про картридж 12А, и про картридж 05X. Соответствующие ссылочки сейчас будут вот в верхнем правом углу. Если вам это интересно, посмотрите. А пока я продолжаю. Опять же, немножко резюмируя, повторюсь, если вы выбираете принтер для дома, то я бы вам рекомендовал взять любой принтер 1010, 1018, 1020, 1022 именно под картридж 12А. Его заправка наиболее доступна по деньгам, и заправить его могут в абсолютно любой заправочной мастерской.
Теперь давайте сделаем маленькое отступление и поговорим все-таки про цветную печать, потому что все представленные здесь картриджи, они черные. Если же вам нужна все-таки цветная печать, каким образом поступать в этом случае? Многие люди думают таким образом, что вот я сейчас буду покупать принтер, а что я на нем буду печатать? В основном я на нем буду печатать какие-то документы, возможно, буду распечатывать сканы каких-либо документов или фотографий. Вот, но если мне потребуется цветная печать, то мне уже нужен сразу же цветной принтер. И вот в этом в расчете, что один раз в год человеку может потребоваться цветная печать, уже планируется к покупке цветной принтер. Я бы здесь рекомендовал не торопиться. Почему? Потому что цветной принтер – это уже совершенно другая технология. Нужно понимать, что в цветном принтере у вас будет либо 3, либо 4 разных картриджей. Соответственно, стоимость обслуживания и заправки по отдельности всех этих картриджей автоматически увеличивается как минимум в 4 раза, а экономическая затратность на печать, соответственно, автоматически возрастает. Как лично я поступаю в случае с фотографиями? Лично я обращаюсь в ближайший копировальный центр и печатаю там фотографии по 2,5 рубля. Это очень недорого и достаточно удобно. В любом случае, держать дома цветной принтер – это не самое экономически обоснованное предприятие. Гораздо правильнее в этом случае обращаться в копировальные центры и производить цветную печать там. Там это обойдется недорого, и в этом случае вы не будете нести тяжкое бремя по необходимости обслуживания домашнего цветного принтера. Как вариант, можно дома держать сразу 2 принтера. Это черно-белый принтер, допустим, с картриджем 12А, и цветной принтер, либо струйный, либо лазерный, в зависимости от ваших финансовых возможностей. Ну, либо как вариант, если у вас есть цветной принтер на работе, периодически использовать рабочий принтер для распечатки тех самых нужных раз в год нескольких цветных документов. Теперь давайте рассмотрим такую ситуацию, когда вы в домашних условиях хотите получить максимально экономически выгодную лазерную печать, либо, например, в случае с небольшой компанией, в которой есть потребность достаточно в больших объемах печати, но при этом все-таки хотелось бы и средства организации немного сэкономить. Каким образом в этом случае поступить? Есть один очень хороший вариант, о котором я сейчас вам расскажу. Естественно, при больших объемах печати маленький картридж у нас сразу же отпадает. То есть это вариант однозначно для дома и, как правило, небольших объемов печати. Естественно, в этом случае нам нужен емкий картридж. Например, очень хорошо подойдет картридж 0.5X. Но как заполучить печатающее устройство, подходящее под этот очень удачный, на наш взгляд, картридж? Ведь современные устройства под емкие картриджи, они достаточно дорогостоящие. А я только что сказал, что мой вариант подойдет в том числе и даже для домашнего использования. Так вот, все очень хитро. Существует такая модель принтера, как HP LaserJet P2035N. Это принтер, который ориентирован на маленькие фирмы, и изначально производитель ограничил его возможностью использования только уменьшенного картриджа 0.5A. Именно по этой особенности данный принтер и не очень ценится его владельцами, но данный принтер путем не очень сложной доработки превращается в принтер, который способен работать с картриджами увеличенной емкости 0.5X. Вся доработка этого принтера состоит из выпиливания в крышке принтера 2 участков пластика, которое в принципе может занять у вас примерно 2-3 часа времени, если вы воспользуетесь шуруповертом и острым сверлом. Лично я это проделывал уже дважды, и сейчас на экране я вам покажу, как выглядит крышка в процессе высверливания, как выглядит принтер до этой операции и как выглядит этот принтер после высверливания этих 2 участков пластика. Внимание на экран.
Так вот, почему я считаю, что стоит заморочиться с этим высверливанием, выпиливанием или выпаиванием в крышке данного принтера двух отверстий. Данный принтер присутствует на данный момент в свободной продаже по цене от 3 до 4 тысяч рублей. И такая невысокая цена принтера обусловлена как раз таки тем самым, что этот принтер не способен в его заводском исполнении работать с картриджами повышенной емкости. Вот именно поэтому данный принтер, как правило, сильно недооценен своими владельцами. И в этом для нас с вами есть как раз таки тот самый резерв. Вы можете свободно приобрести этот принтер, доработав его под расширенный картридж, получить крутое решение для дома, либо даже для офиса, с очень низкой себестоимостью печати одного листа, особенно если учесть, что для печати можно использовать не оригинальный картридж, а совместимый. Как я уже говорил, стоимость совместимого картриджа 0.5X ориентировочно 900 рублей и отличается всего на 50 рублей от совместимого картриджа 0.5X. На данный момент это одно из самых экономичных решений для достаточно серьезной печати, если вы собираетесь это осуществлять дома, либо даже в офисе. Единственным недостатком данного принтера является то, что он изначально не поддерживает двухстороннюю печать. Двусторонняя печать чаще всего востребована именно в офисах, и здесь нужно искать уже другие решения. В частности, я, например, сталкивался с принтерами P2055DN. Единственное, конечно, у некоторых из которых со временем возникают проблемы с системной платой, которую необходимо заменять, что является операцией не такой уж простой. Впрочем, видео на то, как это делается, вот, пожалуйста, в верхнем правом углу. Кроме всего прочего, существенным офисным преимуществом принтера P2035N является наличие у него сетевого интерфейса, что позволяет этот принтер сделать по-настоящему сетевым и использовать его для печати одновременно сразу с нескольких компьютеров. Возможно, кто-то, посмотрев это мое видео, спросит, почему я рекомендую использовать достаточно старые модели картриджей и принтеров. Ведь сейчас существуют на рынке в открытой продаже новые устройства компании HP, более современные и потенциально более эффективные. Так вот, на мой взгляд, новые принтера, как правило, существенно более хорошо защищены в плане защиты от перезаправок картриджей. А если мы говорим о принтерах, рассчитанных на офис, то, как правило, изначально их стоимость достаточно высока и начинается от 15, 25 или даже 35 тысяч рублей. Высокая изначальная стоимость принтера существенно сокращает сроки самоокупаемости данных устройств, а если у нас имеется практическая возможность приобрести за 3-4 тысячи устройство, которое будет отвечать большинству наших запросов, то почему бы не воспользоваться этим способом? К тому же картриджи, которые будут установлены в этих принтерах, они не создадут нам никаких сложностей с перезаправками, и стоимость этих перезаправок не будет включать в себя стоимость замены чипов и не будет создавать никаких других, связанных с этим проблем. Ну что ж, друзья, я, наверное, буду сворачиваться. Надеюсь, вам понравилась тема этого видео. Если у вас остались какие-либо вопросы по данной теме, смело пишите их в комментариях, все обсудим. Мне же, с вашего позволения, разрешите раскланяться. Спасибо за просмотр данного видео. Если вы приобретаете что-нибудь на интернет-площадках, то не забывайте использовать кэшбэк-сервисы. Тот кэшбэк-сервис, который использую я и рекомендую, ссылка на него будет в описании к видео. Все, друзья, всем счастливо, пока! Love is you.